Кто? Она здесь? Что, кто? Маша, О. На ковер готовится Аскольд Тихонов, Республика Саха-Якутия, Ангалан Шараев, Республика Бурятия. На ковер приготовится Тимур Намцоев, Бурятия, Глеб Геев, Иркутская область. На ковер готовится Дачица Риджапов, Республика Бурятия. Александр Игнатьев, Саха-Якутия. осторожно, а? У меня тут прямой эфир идет. На ковренце в красном трико Амсарай Циденов представляет команду Республики Бурятия. В синем трико Валерий Нашадов. Раз, два. Раз, два. На ковре Б в красном трико Вячеслав Будаев, Республика Бурятия. В синем трико Семен Сороковиков, Иркутская область. А отключать камеру куда нужно будет? Отключать? Да. Вот они там отборолись, все. Следующую делать уже. Вторично на ковер Б приглашается Семен Сороковиков, Иркутская область. На ковре схватку обслуживает руководитель ковра Салдрыков Сергей Николаевич, судья международной категории, судья всероссийской категории. На ковре судья на ковре, арбитр на ковре Асадоев. Асадоев Кирилл Георгиевич, судья международной категории, судья всероссийской категории. Боковой судья Ашаханов Василий, судья первой категории. На ковре Б руководитель ковра Алексей Игоревич, судья всероссийской категории. Так, раз, два. Доброе утро. Кто смотрит? Звук какой? Картинка? Ничего, нормально? Боковой судья Напишите, пожалуйста. Владимир Игнатович, судья первой квалификационной категории. На ковре С руководитель ковра, судья международной категории, судья всероссийской категории Якучаков Сафрон Николаевич. Ковер С на канале у Тимура Батмаева. Категории Ковер С. Амархун Гаган, Республика Монголия. Боковой судья Мармолев Виктор, судья первой категории. Главный судья наших соревнований, судья всероссийской категории Салтан Сергеевич Засеев, город Пермь. На ковер А приготовится Аскольд Тихонов, Республика Саха-Якутия. Амгалан Шараев, Республика Бурятия.
Эрденит Джабов, Республика Бурятия, Александр Игнатьев, Республика Саха-Якутия. Так, на каком ковре? Сейчас я сетки возьму. Пока ничего не взял. На ковре С. Победу с явным преимуществом одержал Эрденит Фиденджабов, Республика Бурятия. Поправка. Намсарай Циденов, Республика Бурятия. На ковер С приглашается Эрденит Фиденджабов, Республика Бурятия, Александр Игнатьев, Республика Саха-Якутия. Приготовиться Артем Бадагуев, Иркутская область, Сергей Галаков, Кемеровская область. На ковре Б победу на душе одержал Вячеслав Будаев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается Тимур Антоев, Республика Бурятия. Глеб Убеев, Иркутская область.
доктор, ковер Б. Врач соревнований на ковер Б. Подойдите, пожалуйста. Что, спортсмен? Боксер. Борец? Боксер? Я боксер. Челлендж КВМ. Атака была с колени. 2-2. Челлендж вернут. Челлендж вернут. На ковре А в упорной борьбе победил Болдунов Владимир, Иркутская область. На ковер А приглашается Аскольд Тихонов, Республика Саха-Якутия, Амгалан Шараев, Республика Бурятия. Республика Бурятия. На ковер С приглашается Артем Подобный, Иркутская область, Сергей Галатов, Кемеровская область. Приготовились. Поехали на ковер. Станислав Данчик.
Вот. В центре готовится борца весовой категории 48 килограммов. Военный конвой Станислав Дончин. Готовится
На кандидатуры приготовиться. Борца весовой категории 75 килограммов. Руслан Бабаев, Виктор Князев. На клавиатуре победу нарушили одержал Станислав Ломанов. На ковер приглашается борцы весовой категории 71 килограмм. Руслан Бабаев, Республика Бурятия, Виктор Княжев, Республика Сахалин-Петербург.
секундтын өтөт. Сеткнуды Telegram каналыруа хаяй. Она инцо чатса ушей. Ссылка на канал. Все сетки там. Сколько участников на 60 килограмм? 60 килограмм. На 60 килограмм 31 человек. 31. На 65 23 участника. 23 участника. На 55 килограмм 16 участников. 51 килограмм 16. 48 килограмм 14. 45 килограмм 12. 42 9. В общем, участников не очень много.
На ковре победу одержал Добанцев Цверенов, Республика Бурятия. На ковер приглашается Василий Винокуров, Республика Саха-Якутия, Буян Иркин, Республика Тыва.
На ковер приглашается борцы весовой категории 55 килограммов. Сергей Москалев, Кемеровская область, Артем Кармаданов, Иркутская область. Приготовиться Даршов, Цирина, Республика Бурятия, Сультин Кургуев, Бурятия. На ковре А. На ковре Б победу взял Гаврил Ануфриев, Иркутская область. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории 48 килограммов. Сая Саин, Республика Тыва, Леонид Иванов, Республика Саха-Якутия. Приготовиться борцам весовой категории 51 килограмм. Ковер Б. Тимофей Кулаханов, Иркутская область. Марк Сапожников, Иркутская область. На ковре Б минус явным преимуществом одержал Сая Сайкин, Республика Тыва. На ковер Б приглашается борцы весовой категории 51 килограмм. Тимофей Кулаханов, Иркутская область. Марк Сапожников, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 55 килограмм. Ковер Б. Михаил Прокопьев, Республика Саха-Якутия. Булат Насонов, Республика Бурятия.
ковре С победу одержал Сергей Москалев, Кемеровская область. На ковер С приглашается борцы весовой категории 55 килограммов. Даржо Цериторов, Республика Бурятия, Сультим Пурбуев, Республика Бурятия. Росос. Челлендж ковер А. 2 балла красному, 2 балла синему, челлендж выигран. Два балла, 1 балл и все. На ковре А победу одержал Буян Леонид, Республика Тыва. Приглашается на ковер Золотой Цыганов, Республика Бурятия, Максим Баксарин, Кемеровская область. На ковер А готовится весовая категория 70 килограммов. Алдан Алхонов, Республика Бурятия. Максар Игнаев, Республика Бурятия. С победу одержал Даржон Севитанов, Республика Бурятия. На ковре Б победу одержал Тимофей Улаханов, Иркутская область. Вячеслав Будаев, Максим Цыганов, Республика Бурятия, готовится. Приглашайтесь на ковер. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории 55 килограммов. Михаил Прокопьев, Республика Саха-Якутия, Булат Нарсонов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 60 килограммов ковер Б. Максим Зарабин, Амурская область, Сергей Бронькин, Иркутская область. На ковер
Шараев, также представитель Республики Бурятия. На ковер Б приготовиться борцам весовой категории 60 килограммов. Глеб Убеев, Иркутская область, Амгалат Шараев, Республика Бурятия. На ковер С лично приглашается Ачир Циденов, Республика Бурятия. На ковер С вторично приглашается Ачир Циденов, Республика Бурятия. На ковер С приготовиться борцам весовой категории 60 килограммов. Валерий Аллахуев, Иркутская область, Намсарай Циденов, Республика Бурятия. Генеральный партнер мероприятия – сеть автосалонов «Тачка». Это полный спектр услуг по покупке и продаже автомобилей. Продажа, обмен, выкуп, автокредит, комиссия. В салоне автосалонов, в сети автосалонов ежедневно в продаже более 1000 автомобилей. Выбрать и приобрести можно любой Силер-Молли и МТЦ новый. Ежедневно с 9 до 22:00. Пальцы синий, красный. Пальцы красный. Красный зона. На ковер А приготовиться борцам весовой категории 42 килограмма. Даниил Сушкин, Иркутская область, Руслан Шарапов, Республика Бурятия. Есть красный. На ковре Б победу одержал Михаил Прокопьев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории 60 килограммов. Глеб Убеев, Иркутская область, Амгалат Шараев, Республика Бурятия. Приготовиться.
ковре Б победу одержал Максат Игнатьев, Республика Бурятия. На ковер А приглашается Данил Сушкин, Иркутская область. Руслан Шарапов, Республика Бурятия. На ковре С победу одержал Намсарай Циденов, Республика Бурятия. Поправка. Альчир Циденов одержал победу. На ковер приглашается борцы весовой категории 60 килограммов Валерий Алагуев, Иркутская область, Намсарай Циденов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 60 килограммов, 65 килограммов Балдан Джабов, Михаил Мажин, Кемеровская область. Красный бороться, синий бороться. Красный позив, красный бороться. Красный пассив. Комик скачет. Буквы. Сергей, есть еще весовой категории плюс? Ну, свыше, да? Сами. Может быть, 120 килограмм. До 125 килограмм. Просто больше. А женщин? Женщины. Выше. Выше. Зона красный. Центр. На ковре А победу на душе одержал Данил Сушкин, Иркутская область, Боханский район. На ковер А приглашается борцы весовой категории 45 килограммов Владимир Кунгуров, Республика Бурятия, Андрей Чековинский, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 51 килограмм Эльбрус Маматов, Сергей Хчан. Синий, действие. Действие, синий. Синий, действие. Центр. Действие, синий.
Вторично на ковер приглашается Андрей Чиковицкий, Иркутская область. На ковре С победу одержал Валерий Лагуев, Иркутская область. На ковре Б победу одержал Ангалан Шараев, Республика Бурятия. На ковер С приглашаются борцы весовой категории 65 килограммов. Балдан Церенджапов, Забайкальский край, Михаил Мажин, Кемеровская область. На ковер Б приглашается Владимир Федоров, Иркутская область. Алтаир Аюн, Республика Тыва. На ковер С приготовится борцам весовой категории 61 килограмм Данил Буршеев, Иркутская область, Вазир Худаян, Иркутская область. Дабан Церенов, Руслан Чековинский, Иркутская область, готовится к выходу на ковер Б. Красный действие, синий действие. Красный пассив, бороться. Красный бороться. Синий действие. На ковре А в связи с техническими неполадками Действие красный. время берется ручным секундомером. Красный действие. На ковре С победу одержал Михаил Мажин, Кемеровская область. На ковер С приглашается борцы весовой категории 71 килограмм Данил Буршеев, Иркутская область, Вазир Худаян, Иркутская область.
Приготовиться борцам весовой категории 65 килограмм. Артем Батагуев, Алан Ондер. Ковер на ковер С. Вторично приглашается Вазир Худаян, Иркутская область. В упорной борьбе победу одержал Алтаир Аюб, Республика Тыва. Приглашается весовая категория 65 килограммов. Набат Циренов, Республика Бурятия. Руслан Чековинский, Иркутская область. На ковер С приготовится борцам весовой категории 80 килограмм. Дмитрий Павлов, Тамир Циденов. На ковер Б вторично приглашается борцы весовой категории 65 килограмм. Добавь. На ковре С победу одержал Данил Куршей, Иркутская область. На ковер С приглашается борцы весовой категории 71 килограмм. Аюб Антоев, Республика Бурятия, Максат Игнатьев, Республика Бурятия. В нашем зале находится мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира
На ковре С борцы весовой категории 71 килограмм. Красным триком Аюб Анатольевич, Республика Бурятия. Синим триком Максар Игнатьев, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 80 килограммов. Ковер С. Дмитрий Павлов, Тамир Феденов. Ковре, а победу одержал Владимир Тумуров, Иркутская область. Поправка. Сергей Сычак, Иркутская область. Ковре В победу одержал Аббас Цирена, Республика Бурятия. На ковре А, на ковер А приглашается Бадагуев Артем, Иркутская область, Алтан Оттер, Республика Тыва. На ковре С победу одержал Максар Игнатьев, Республика Бурятия. На ковер С приглашается борцы весовой категории 80 килограммов. Дмитрий Павлов, Иркутская область. Тамир Циденов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 92 килограмма. Максим Камбалеев, Филипп Замагин. На листу приглашается Артем Бадагуев, Иркутская область. Алтан Оттер, ковер А. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории 65 килограммов. Даши Эрденеев, Забайкальский край. Давид Атласов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б вторично приглашается Давид Атласов, Республика Саха-Якутия. Приготовиться Буян Иргин, Илья Шадаров, ковер Б. Тимур, есть список спонсоров в тексте. Это Артем Бадагуев, Иркутская область, Алтан Оттер, Республика Тыва. Вы приглашаетесь на ковер А. Мальчик, сиди. Сиди, пассив, бороться. На ковре
приглашает, одержал Тамир Цидинов, Республика Бурятия. На ковера готовится весовая категория 80 килограммов. Махади Хаджиев, Иркутская область. Руслан Майнгашев, Республика Хакасия. На ковер приглашается борцы весовой категории 92 килограмма. Максим Табалеев, Иркутская область, Филипп Замаев, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 48 килограмм. Батыр Шабасоев, Аюнбат, Сайхан Былык, Монголия. Пошли бороться! Синдеси! На ковре победу с явным преимуществом одержал Филипп Замагин, Иркутская область. На ковер приглашается борцы весовой категории 48 килограмм. Батыр Шабасоев, Республика Бурятия, Оюнбат, Сайхан Былык, Монголия. На коверце приготовится борца весовой категории 45 килограмм. Аюш Батов, Республика Бурятия, Айсен Климентов, Республика Саха-Якутия. На ковре победу одержал Алаз Ондор, Республика Тыва. Приглашается весовая категория 80 килограммов. Махади Хаджиев,
Приглашается на ковер Буян Илгин, Республика Тыва, Илья Шадаров, Иркутская область. Весовая категория 65 килограммов. Готовится к весовой категории 71 килограммов Дмитрий Болчаков, Габдулла Батлорик, Республика Монголия. Красный бороться! Красный пассив! Красный пассив! Пальцы! На ковер приглашается Махати Хаджиев, Руслан Майнгашев. На ковре победу одержал Батыр Шабасоев, Республика Бурятия. На коверце приглашается борцы весовой категории 45 килограмм. Аюшин Батыр, Республика Бурятия, Айзен Климентов, Республика Саха-Якутия. Приготовиться борцам весовой категории 110 килограмм. Максим Юшин, Иван Ефимов. Красный пассив бороться! Красный зона! Алдар Цементжапов, Республика Бурятия, Сергей Зунтоев, Иркутская область, готовится игра.
Челлендж ковер Б. 2 балла красному, балл синему. Челлендж выигран. На ковер готовится весовая категория 92 килограмма. 1/8 финала. Матвей Клементьев, Республика Бурятия. Шамсон Батмаев, Иркутская область. На ковре Б в упорной борьбе победу по баллам одержал Буян Иргин, Республика Тыва. На ковер Б приглашается Дмитрий Болтаков, Иркутская область, Гамзуга Бадзорик, Монголия. Приготовиться борцам весовой категории 80 килограммов. Владимир Панцараксаев, Бурятия, Роман Кусков, Иркутская область. Дмитрий Волкаков. На ковре победу одержал Алдар Цыбенджапов, Республика Бурятия. Приглашается на ковер весовая категория 92 килограмма Матвей Клементьев, Республика Бурятия. Шамсон Батмаев, Иркутская область.
На ковре Б победу одержал Аюша Батаров, Республика Бурятия. Приглашается весовая категория 110 килограммов Максим Юшин, Иркутская область, Иван Ефимов, Республика Саха-Якутия. Генеральный партнер турнира «Сеть автосалонов «Тачки». Это полный спектр услуг по покупке и продаже автомобилей, продажа, обмен, выкуп, автокредит, комиссия. В сети автосалонов ежедневно в продаже более 1000 автомобилей. Выбрать и приобрести можно в любой Сильвермоле и МТЦ «Новый». Ежедневно с 9 до 22:00. Наша задача сделать так, чтобы приобрести автомобиль с пробегом можно было легко, комфортно и безопасно. Автосалон «Тачки» – наши тачки с гарантией. Приходи и выбери свою. Да, грузи, говорю, забирай, эй, руку забирай. На коллекции приготовятся борцам весовой категории 42 килограмма. Степан Шалов, Данил Сушкин. На ковре С победу с явным преимуществом одержал Максим Юшин, Иркутская область. На ковре Б победу одержал Габдулла Батзори, Республика Монголия. Приглашается на ковер весовая категория 80 килограммов Владимир Монзаракаев, Республика Бурятия.
Кирилл Даниленко. Оба представители Иркутской области. Весовая категория 48 килограммов, отдача финала. На ковер А приглашается Гавриил Ануфриев, Иркутская область, Кирилл Даниленко, также представители Иркутской области. На ковре Б победу одержал Владимир Батаракцаев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается борцы весовой категории 80 килограммов. Валерий Острелин, Республика Саха-Якутия, Руслан Воронов, Иркутская область. Приготовится Егор Мельников, Владислав Родионов. На ковер А готовится весовая категория 45 килограммов. Родион Маргилов, Иркутская область, Владимир Тумуров, Республика Бурятия. Б приготовится Егор Мельников, Иркутская область, Владислав Родионов, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Ануфриев Гавриил, Иркутская область. Приглашается на ковер весовая категория 45 килограммов Родион Маргилов, Иркутская область, Владимир Тумуров, Республика Бурятия. На ковре С победу одержал Сушкин Данил, Иркутская область. На ковер приглашается борцы весовой категории 55 килограммов, ковер Б. Никита Буклоев, Республика Бурятия, Арслан Шакыр, Республика Тыва. Приготовиться борцам весовой категории 60 килограммов. Сергей Пронькин, Очил Циденов. На ковер А готовится Хаханов Денис, Иркутская область, Саян Тумуров, Республика Бурятия. Весовая категория 45 килограммов.
дубль турнира. Радио МСМ. Это главная городская радиостанция, которая живет и меняется вместе с Иркутском. Более 10 лет мы делаем музыку нашего города. Радио МСМ. На ковер приглашается борцы весовой категории 80 килограмм. Егор Мельников, Иркутская область, Владислав Родионов, Республика Саха-Якутия. Приготовиться борцам весовой категории 48 килограммов. Тамерлан Хертек, Республика Тыва. Саян Саин, Республика Тыва. Победу с явным преимуществом одержал Арслан Шабдыр, Республика Тыва. На ковер приглашается борцы весовой категории 60 килограммов. Сергей Бронькин, Иркутская область, Очин Циденов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 60 килограммов. Алтаир Аюб, Эрдени Тимиджанов. На ковре победу одержал Владислав Родионов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается борцы весовой категории 48 килограмм. Тамерлан Хертек, Республика Тыва. Сайфер Сая, Республика Тыва. Приготовиться борцам весовой категории 45 килограммов. Ренчет Салчак, Тыва. Даржи Гармаев, Республика Бурятия.
На коверце вторично приглашаются борцы весовой категории 60 килограммов. Алтаир Аюб, Республика Тыва, РДД Тюменджапов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 65 килограммов. Давид Атласов, Ванчин Банза. Давайте еще раз поприветствуем мастера спорта международного класса, бронзового призера чемпионата мира Евгения Жербаева. На ковер готовится весовая категория 110 килограммов. Евгений Молотов, Сергей Шаранов. Сегодняшние наши соревнования обслуживают главный судья соревнований, почетный судья международного класса, экстра-класса, заслуженный тренер России Засеев Салтан Сергеевич, город Пермь. Главный секретарь Арбадоев Михаил Олегович, судья всероссийской категории. Иркутская область, Ольховский район. Представитель Федерации спортивной борьбы России Николаев Николай, город Москва. Заместитель главного судьи Зангеев Матвей, судья всероссийской категории, Иркутская область, Осинский район. Руководители ковров Сандреков Анатолий, судья международного класса, Республика Хакасия. Асадоев Кирилл, судья международной категории, Иркутская область. Павлов Евгений, заслуженный тренер России, судья международной категории, город Улан-Удэ. Хаханов Алексей, судья всероссийской категории, город Иркутск. Якучаков Сафрон, судья всероссийской категории, город Кемерово. Амарху Гадов,
Республика Бурятия. На ковре А победу одержал Хаханов Денис, Иркутская область. На ковре С победу одержал Давид Атласов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается Евгений Молотов, Иркутская область. Сергей Шаданов, также представитель Иркутской области. Поправка на ковре С победу одержал Алтаир Алиюм, Республика Тыва. На ковер приглашается борцы весовой категории 65 кг. Давид Атласов, Республика Саха-Якутия. Ванчин Базаров, Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 71 кг. Гантуга Бадзорик, Монголия, Максим Баксарин, Кемеровская область. На ковре А готовится Сергей Чхан, Иркутская область, Саят Нормаев, Республика Бурятия, весовая категория 51 кг. Партнеры турнира. Ферма Саянский Морал. Экскурсии. Роскошные юрты для проживания. Загородный отель. Ферма Саянский Морал. Действие красный. Красный, действие. Центр. В 13:00 пройдет открытие нашего турнира. Участникам соревнований выходить на парад не нужно. На ковер Б готовится весовая категория 110 килограммов, на четвертое финала Дмитрий Муруев, Иркутская область. Его соперник – представитель Бурятии Дантан Турбеев. Пальцы синий. Синий, пальцы.
Победу одержал Аринчин Салчак, Республика Тыва. На ковре победу одержал Ванчин Базар, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории 110 килограммов от 4-го финала Дмитрий Муроев, Иркутская область, Данзан Турбеев, Республика Бурятия. На ковер С приглашаются борцы весовой категории 71 килограмм. Гастолга Бадзурик, Республика Монголия. Максим Баксарин, Кемеровская область. Приготовиться борцам весовой категории 80 килограмм. Владимир Мандарцаев, Чимин Даржу Бады. На ковре А победу одержал Евгений Молотов, Иркутская область. Приглашается на ковер весовая категория 51 килограммов. 1/4 финала Сергей Чхан, Иркутская область. Его соперник Саян Тамбаев, Республика Бурятия. На ковер Б приготовиться борцам весовой категории 51 килограмм. Чаян Сереш, Республика Тыва, Эрчин Колесов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б в красном трико борется Дмитрий Муруев, представляет Иркутскую область. Является уроженцем села Хадашин Лукутского района. Его соперник борец из синего угла Данзан Тербеев. Является победителем первенства России Ю-15. На ковре С победу на душе одержал Гастолга Бадзурик, Монголия. На ковер С приглашается борцы весовой категории 80 килограмм. Владимир Мандарцаев, Республика Бурятия, Чимин Даржу Бады, Республика Тыва. На ковре С в красном трико Владимир Манзаракцаев, Республика Бурятия, в синем трико Чимин Даржу Бады, Республика Тыва. Приготовиться Владислав Родионов, Амир Цидин.
ковре победу одержал Сергей Цхан, Иркутская область. Приглашается Тимур Павлов, Иркутская область, Тимофей Улахов, также представитель Иркутской области. Вторично приглашается на ковер Тимур Павлов, Иркутская область, Тимофей Улахов, также представитель Иркутской области. Готовится Ренат Камалов, Иркутская область, Михаил Прокопьев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Намзан Тюрбеев, Республика Бурятия. Приглашается на ковер Б борцы весовой категории 51 килограмм. Чаян Сереш, Республика Тыва, Эрчин Колесов, Республика Саха-Якутия. Приготовиться борцам весовой категории 55 килограммов Сергей Москалев, Баир Насараев. Еще. Баба, забираем еще. На ковре С победу на душе одержал Чемель Нажу Воды, Республика Тыва. На ковер С приглашается борец весовой категории 80 килограммов Владислав Родионов, Республика Саха-Якутия, Хамир Циденов, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 92 килограмма Илья Андреев, Филипп Замагин. На ковре Б победу одержал Чаян Сереш, Республика Тыва. Приглашается Сергей Москалев, Кемеровская область, Баир Намсараев, Забайкальский край.
Вторично на ковер. В цель приглашается Владислав Родионов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б готовится весовая категория 60 килограммов. Валерий Алабыев, Иркутская область. Федор Матвеев, также представитель Иркутской области. Партнеры турнира Good Night, Good Mood. Планируешь летние праздники, день рождения или просто классно провести время с друзьями? Тогда ждем вас в Good Night Shop. Мы собрали яркие развлекательные картины, пойдем лучших и любимых всеми шоу, где логика, как дело было вечером, подмосковные вечера, импровизация, в этом мелодия. И ждем именно тебя, почувствовать себя участником любимого развлекательного формата и в Ютубе, а в реале. Good Night — новый формат отдыха. На ковре победу одержал Тимур Павлов, Иркутская область. На ковре С победу с явным преимуществом одержал Тамир Циденов, Республика Бурятия. На ковер приглашается весовая категория 55 килограммов. Ренат Камалов, Иркутская область. Михаил Прокопьев, Республика Саха-Якутия. На ковре победу одержал Баир Мамсараев, Забайкальский край. На ковер С приглашаются борцы весовой категории 92 килограмма. Илья Андрей, Иркутская область, Филипп Замагин, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 48 килограмм, ковер С, Сая Сайта, Баир Гамбоев. На ковер С, Б приглашаются борцы весовой категории 55 килограммов. Даржон Цилиндров, поправка, борцы весовой категории 60 килограммов. Валерий Алабуев, Иркутская область, Федор Матвеев, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 65 килограммов. Ковер Б. Михаил Мажин, Алан Онбер. На ковер готовится весовая категория 60 килограммов. Одна четвертая финала. Болдунов Владимир, Иркутская область.
ковре победу одержал Валерий Хлопуев, Иркутская область. На ковре приглашается борцы весовой категории 65 килограмм. Михаил Мажин, Кемеровская область, Алан Олтер, Республика Тыва. На ковре победу одержал Ренат Каманов, Иркутская область. На ковре С победу одержал Филипп Замагин, Иркутская область. Он же душу, что мне еще делать? Правда? Это вас душите. Спасибо с вами. Вот, душите, можете, вы же не сможете. На ковер приглашаются борцы весовой категории 65 килограммов. Михаил Машин, Кемеровская область, Алан Олтер, Республика Тыва. Приготовиться борцам весовой категории 71 килограмм. Данил, поправка, Максар Игнатьев, Матвей Михайлович. За неспортивное поведение Михаил Прокопьев снимается с соревнований и остается без места. На ковер С Владимир Бодров, Андран Шараев. борцы весовой категории 48 килограмм. В синем трико Сая Сайтер, Республика Тыва. В синем трико Баир Гамбоев, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 42 килограмма. Майрбек Каиров, Дулур Жирков. Весовая категория 65 килограммов. Айкар Макар Марков, Саха-Якутия, Даба Цырынов, Бурятия, готовится. Ковер С, стоп. После встречи на ковре С весовой категории 42 килограмма будет технический перерыв. С победу одержал Сая Сайтер, Республика Тыва. На ковре С объявляется технический перерыв до парада открытия.
На ковер цирк приготовиться борцам весовой категории 71 килограмм. Максар Игнатьев, Бурятия, Матвей Михайличенко, Иркутская область. Победу поборол Михаил Машин, Кемеровская область. На ковер приглашается Максар Игнатьев, Республика Бурятия, Матвей Михайличенко, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 80 килограммов. Тимурлан Алматов, Алдар Тимирджан. Партнеры турнира Автотайм, Центр автокредитования. Более 10 банков в режиме автоплатежа. Автокредит по 2 документам. Без первого взноса. Профессиональный автоподбор Автотайм, автокредит. На ковре победу одержал Алмалан Шараев, Республика Бурятия. Приглашается весовая категория 65 килограммов. Айкар Марков, Республика Саха-Якутия. Давацин Цирынов, Бурятия. На ковре Б победу с явным преимуществом одержал Максар Игнатьев, Республика 2, Бурятия, Тункинский район. Поправка. Максар Игнаев, Республика Бурятия, Тункинский район. На ковер Б приглашается борцы весовой категории 80 килограмм. Тимурлан Калматов, Иркутская область, Алдар Тимирджан, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 92 килограмма. Атыр Долгун, Жансу Бадмаев.
Я просто не стою. Блин, я на быстрее говорю. На ковре «Б» победу с явным преимуществом одержал Алдар Циденджапов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются борцы весовой категории 92 килограмма. Батыр Толгул, Республика Монголия, Жансоу Бадмаев, Иркутская область. На ковре в упорной борьбе победил Айкар Марков, Республика Саха-Якутия. Приглашается Ян Пастухов, Саха-Якутия, Буян Иргин, Тыва. Прикольно. Взрывись, потому вообще сила. Вторично приглашается Ян Пастухов, Буян Иргин. Готовится Руслан Батмаев, Республика Бурятия, Александр Шаханов, Иркутская область. Он долго заряжает, да? Быстро, да?
Вторую победу по душе одержал Буян Иргин, Республика Тыва. На ковер приглашается весовая категория 71 килограммов. Руслан Батмаев, Бурятия. Александр Ашахинов, Иркутск. На ковре Б победу одержал Жансу Бадмаев, Иркутская область. На ковре Б объявляется технический перерыв до парада открытия. Весовая категория 80 килограммов. Руслан Майнгашев, Хакасия. Руслан Воронов, Иркутская область. Готовится.
Победу одержал Руслан Батмаев, Республика Бурятия. На ковер приглашается Руслан Черкашев, Хакасия. Руслан Воронов, Иркутская область. Приготовится Аркадий Черкашев, Иркут. Лев Макаров, также Иркут. На ковре победу одержал Руслан Воронов, Иркутск.
Приглашается Аркадий Черкашин, Иркутская область. Лев Макаров, Иркутск. После этой встречи будет открытие турнира. Юрий, может, одну схватку еще доведем? Одна схватка осталась. На ковре цель. Победу одержал Аркадий Черкашин, Иркутская область, Байдайский район. Итак, готовимся к параду открытия. А полки ничего не было. Саня, что, не видите куда? Полтинник еще нет. Сейчас я отвечу. Еще одна сессия встречи нет. Сидь.
всесторонне развитой личности, способной на преодоление любых трудностей и невзгод в жизни. Упорство и трудолюбие спортсменов всегда было и будет на высоком уровне. Друзья, давайте поаплодируем сейчас специально для участников соревнований. Поприветствуем всех тех, кто сегодня прибыл для того, чтобы побороться не только с соперниками, самим собой в первую очередь. И в качестве небольшого поклада от организаторов мероприятия вашему вниманию номер от ансамбля национального танца «Ангара», город Иркутск. Ваши аплодисменты. Ансамбль национального танца «Ангара». Ваши громкие аплодисменты, друзья. Сегодня, на самом деле, огромное количество партнеров, друзей этого мероприятия, о которых хочется вам рассказать, поэтому не скупитесь на аплодисменты. Генеральный партнер мероприятия – это сеть автосалонов «Тачки». Это полный спектр услуг по покупке и продаже автомобилей. Продажа, обмен, выкуп, автокредит, комиссия. В сети автосалонов ежедневно в продаже более 1000 автомобилей. Выбрать и приобрести можно любой в Silver Молле и МТЦ «Новый». Ежедневно с 9:00 до 22:00. Наша задача сделать так, чтобы приобрести автомобиль с пробегом можно было легко, комфортно и безопасно. Автосалон «Тачки». Наши тачки с гарантией. Приходи и выбери свою. Аплодисменты для наших партнеров генеральных.
Также еще один партнер — это радио МСМ. Это главная городская радиостанция, которая живет и меняется вместе с Иркутском. Более 10 лет мы делаем музыку нашего города. Тут уместны тоже ваши аплодисменты. Есть еще несколько наших друзей, наших партнеров. Это фирма «Саянский Морал», экскурсии, просторные юрты для проживания, загородный отель. Тоже давайте поаплодируем «Саянскому Моралу». Тайм-кейтеринг — это фуршет, банкет с креативным подходом к каждому мероприятию, высокий сервис и качество для тех, кто ценит время. Еще раз ваши аплодисменты. К остальным партнерам вернемся немножко попозже. Итак, друзья, на самом деле хочется пригласить сюда для приветствия уже уважаемых гостей нашего сегодняшнего мероприятия. И первое слово для приветствия предоставляется президенту спортивного клуба «Арена» Дмитриеву Алексею Александровичу. Дорогие друзья, земляки, одноклубники, я очень рад присутствовать и организовывать такой турнир. Это действительно огромная работа, и мы действительно благодарны нашему земляку, одноклубнику Вячеславу Булуеву о том, что он такую огромную работу делает для нас, для вольной борьбы. Спасибо большое. Слава! Мне очень приятно то, что ты вот действительно мой земляк. Ты действительно мой друг. И действительно то, что это происходит, это так классно, это хорошо. Поэтому всем спортсменам с праздником, всем хорошей борьбы, с праздником. Спасибо большое. Ваши аплодисменты. Тем временем хочется упомянуть еще одного нашего партнера. Это «Автотайм», центр автокредитования. Это более 10 банков в режиме одного окна, автокредит по 2 документам. Без первого взноса. Профессиональный автоподбор в подарок. Вновь ваши аплодисменты. Тем более, что нужно разогреться перед тем, как мы встретим следующего человека. Это коммерческий директор сети автосалонов «Тачки» Вячеслав Геннадьевич Булуев. Вячеслав Геннадьевич, мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад всех приветствовать в этот день на этом мероприятии, на 3-м турнире по вольной борьбе. На самом деле хочется сказать, что мы проводим турнир данный 3-й год, а количество участников, количество регионов, наших спортсменов, гостей, любителей вольной борьбы увеличивается, чему мы очень рады и гордимся проводить турнир и делать свой вклад в развитие вольной борьбы, получается, уже в стране. Я бы хотел выразить признательность и благодарность Федерации вольной борьбы за организаторство и поддержку этого мероприятия. Также я хочу выразить благодарность и сказать большое спасибо нашим партнерам, которые по нашему призыву откликнулись добровольно и поддержали этот турнир, внесли свои вклады. Вот эти ребята в наших баннерах, их компании, их руководители некоторые находятся в этом зале. Вот, в общем, хочу пожелать участникам, спортсменам удачи, честной борьбы, зрителям хороших впечатлений, ярких эмоций. Всем спасибо, с праздником! Еще одним партнером является медиасеть «Паутина», аудиореклама крупнейших ТРЦ, моллах, а также в супермаркетах и гипермаркетах в городах Иркутской области, в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Медиасеть «Паутина» – наш
нашей сети для вашего бизнеса. Тут можно еще раз поаплодировать, не скупитесь на аплодисменты. Тем временем я приглашаю сюда управляющего директора сети автосалонов «Тачки» Юлию Стрель. Давайте встретим. Уважаемые участники и гости турнира, меня зовут Стрель Юлия, я управляющий директор сети «Тачки». Я рада приветствовать всех вас на турнире по вольной борьбе за призы нашей сети автосалонов. Наш турнир уже стал традиционным. Уже 3 года подряд мы собираем сильнейший состав участников. Мастера спорта международного уровня, призеры чемпионатов России, заслуженные тренера из разных городов и регионов нашей великой страны. Чтобы стать лучшим, нужно тренироваться у лучших, соревноваться с лучшими. И это и является целью нашего турнира. Ведь соревнования – это не только выявление лучших и сильных участников. В первую очередь это обучение и большой рост навыков для всех участников. Желаю достойных выступлений, отсутствия травм и, конечно, побед. Побед во всех смыслах, не только над соперниками, но и над самими собой. Спасибо. Итак, друзья, есть еще у нас партнер, наш друг, это барбершоп «Самец», новая сеть салонов для настоящих мужчин. Наши барбершопы открыты в городах Ангарск, Шелихов и Иркутск. Есть еще один партнер, это «Энергострой», строительная организация, строительство и реконструкция социально значимых объектов. За это время наша компания возвела и отремонтировала порядка 100 социальных объектов в разных уголках нашей республики. Давайте поаплодируем еще раз нашим партнерам. И на сцену я хочу пригласить сюда директора по маркетингу сети салонов «Тачки» Ярослава Князева. Всем добрый день. Ежегодно наш турнир становится все больше и больше. В этом году мы пришли к тому, что уже 25 регионов участия, более 200 участников. Сегодня все участники, победители наших соревнований с 1 по 3 место получат звание КМС, получат не только денежные призы от наших партнеров, которых вы видите на наших баннерах, но еще и красивые кубки, признания и надеюсь, что ваши аплодисменты. Каждый год мы становимся больше, наш турнир становится еще круче. Уверен, что в следующем году мы выйдем на качественно новый уровень и будем ежегодно только повышать и повышать план. Спасибо всем присутствующим, спасибо, что поддерживаете этот вид спорта. Желаю участникам побед, а зрителям зрелищных, классных поединков. Давайте наслаждаться этими соревнованиями. Спасибо. Спасибо большое. Тем временем мы двигаемся далее. И на эту сцену я приглашаю мэра Екатеринбургского района Геннадия Алексеевича Асадоева. Друзья, давайте еще раз поаплодируем. Добрый день, уважаемые тренеры, уважаемые спортсмены, уважаемые гости. Сегодня по приглашению Алексея Александровича прибыли на традиционный уже турнир по вольной борьбе. Конечно же, Иркутская область, город Иркутск становится центром притяжения многих территорий для проведения столь значимого мероприятия для нашего Устюжинского Бурятского округа, конечно, для нашего района. Наши борцы с нашего района здесь выступают. Признательны, что именно бизнес понимает для себя значение спорта, потому что спорт – это есть норма жизни, спорт – это самое главное. Нашему региону нужны спортивные, хорошие, воспитанием, с патриотизмом ребята. Желаю всем спортсменам сегодня удачи, пусть победит сильнейшим и всех с праздником!
Спасибо. Немножко еще о партнерах. Ленинский мясокомбинат «Вкуснейшая тушенка». Поставщик отборного мяса и консервное высшего качества. Победитель в номинации «Золотая медаль» Новосибирск Экспо 2022. Большая часть работы выполняется ручным трудом. Все наши сотрудники профессионалы и любят свою работу. Повышенной контроль качества с обработкой жилистых кусков мяса. Ленинскому мясокомбинату, нашим партнерам, ваши аплодисменты. Мы двигаемся далее. И в микрофон я хочу пригласить почетного ветерана спорта Иркутской области, Республики Бурятия, мастера спорта Троязыкова Дмитрия Дмитриевича. Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и самое главное, приветствие нашим борцам. И я рад, что в нашем регионе стали проводиться такие всероссийские турниры по вольной борьбе. И это не радует, что растут парни. Смотришь на ковер. Вот я как ветеран спорта смотрю, и у меня сердце кровью обливается. Все-таки какие молодцы тренера, как подводят своих ребят к схваткам. И как все регионы, начиная с Якутии до вся Сибирь здесь. Это хорошо, это здорово. Я всегда мечтал и начинал борьбу, как говорится, вольную, с вольной борьбы. Я всегда мечтал, что вольная борьба, чтобы Иркутске развилась и вышла на определенный, на всероссийский, даже на международный уровень. И вот эта моя мечта сбывается. У нас здесь Евгений Жербаев, призер мира с Нукутского района. Поприветствуем его! Ну и много таких борцов нашего округа были, как говорится, и чемпионами мира, и чемпионами Европы. Но выступая за Республику Бурятия. А нам хочется своих здесь доморощенных мастеров международного класса, заслуженных олимпийских чемпионов. Давайте поаплодируем нашим тренерам, чтобы они привели к победе наших борцов. Спасибо. Итак, друзья, вот печать типография. Широкий спектр услуг. Это ваш надежный партнер в мире печати. Выбирайте печать, качество, скорость и надежность для вашего бизнеса. Также еще один партнер – это бар-ресторан «Сахар». Уникальное заведение в центре Улан-Удэ. Особая атмосфера роскоши и наслаждения. Каждое мгновение в бар-ресторане «Сахар» уникально. Давайте еще раз поаплодируем нашим партнерам. Продолжаем приветственные слова. И на сцену я хочу пригласить почетного гражданина города Иркутска, профессора, доктора исторических наук, первый почетный президент Федерации спортивной борьбы Ширшиков Александр Геннадьевич. Добрый день, уважаемые зрители, участники турнира. Я хочу поблагодарить за организаторов, за прекрасный турнир в прекрасном месте. Иркутск становится центром именно вольной борьбы. Это никто не сомневается в этом. Сегодня на этом ковре молодежь подрастающая показала, на что способна. Уважаемые тренеры, спасибо вам за работу. Уважаемые спортсмены, обращаюсь к вам. Ребята, не переживайте, что кто-то проиграл сегодня. Ну, проиграл, это значит, в ближайшее время ты должен подтянуть все свои слабые места. Еще раз хочу огромно выразить слова благодарности организаторам турнира. Прекрасный турнир. Спасибо большое. Спасибо вам. Друзья, немножко еще о партнерах. Мы хотим поблагодарить группу компании «Савиа». Уже более 8
10 лет профессионально занимается автоматизацией торговли, складского учета и предприятия общественного питания. Помогаем в работе с обязательной маркировкой товара ЕГАИС и Меркурия. Подберем качественное оборудование, настроим программное обеспечение и окажем грамотную поддержку. Доверьте нам автоматизацию, и мы сделаем ваш бизнес еще более эффективным. Ваши аплодисменты. Друзья, мы хотим еще поблагодарить наших некоторых партнеров, которые сегодня присутствуют в нашем зале. И для награждения хотел бы пригласить на сцену еще раз Вячеслава Геннадьевича Булуева. Вячеслав Геннадьевич, можно вас, пожалуйста, на сцену? Мы бы хотели выразить благодарность и пригласить сюда наших партнеров, которые здесь присутствуют, которых нету ввиду обстоятельств, но мы им довезем. И хотели бы выразить благодарность и вручить благодарственные письма индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского хозяйства Кармаеву Булату Олеговичу. Можно вас сюда? Алзоеву Борису Григорьевичу, генеральному директору Профлайн Трейдинг, гендиректору Агинского мясокомбината Алашеву Данилу Александровича и генеральному директору ООО «Савиал» Исаеву Виталию Викторовичу. Получает благодарственные письма, и очень приятно вдвойне поддерживать такие начинания. Всем спортсменам удачи, здоровья, обойдитесь без травм. Спасибо. Спасибо большое. Давайте сейчас поаплодируем друзьям турнира, которые, безусловно, заслуживают вашего внимания, ваших аплодисментов и благодарности. Ну, пользуясь случаем, пока расскажу вам еще о некоторых партнерах. Например, вот Stand Color, корпоративная одежда, изготовление корпоративной промо и спецодежды с вашим логотипом. Работаем по всей России. Компания Stand Color – крупнейший производитель корпоративной и промо-одежды на территории России. Профлайн Трейдинг. Компания ООО Профлайн Трейдинг специализируется в изготовлении продукции из накористого металла в городе Иркутск для частного и коммерческого строительства. Производство продукции Профлайн Трейдинг происходит на новейшем технологическом оборудовании, позволяющем производить качественную работу в кратчайшие сроки. Ваши аплодисменты. На самом деле есть еще благодарность от Осинской ДЮСШ, и вручать ее будет Зангеев Матвей Бетонович. Давайте поаплодируем. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Конечно, приятно, что уже третий год подряд собираемся на уже всероссийском турнире, который включен в календарь НКП. Сейчас отдельно хотелось бы выразить благодарность на нашей спортивной школе ДЮСШ. Выражаю вам искреннюю благодарность и признательность за активную помощь и поддержку в развитии вольной борьбы в Осинском районе. Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейшего процветания, достижения высоких целей во всех начинаниях, счастья и благополучия в семье. Булуеву Вячеславу Геннадьевичу, который Вячеслав Геннадьевич очень скромный человек, который всегда, когда я сам лично не так часто обращаюсь к Вячеславу Геннадьевичу, но метко всегда он меня помогает, всегда поддерживает. Пожелать нашему турниру удачи и вашей работе успехов.
Спасибо большое. Давайте Российскому США поаплодируем за вашу благодарность. Спасибо вам. Еще несколько партнеров на Метком, строительство дорог и магистралей, качество, скорость и надежность для вашего бизнеса. Профмед – это медицинский центр, мы заботимся о вашем здоровье. И Рест – спортивная одежда, бренд, который видит спортсменов России и не только. Друзья, аплодисменты нашим партнерам. Мы готовы приступать к самому важному событию, к открытию третьего всероссийского турнира по вольной борьбе. Звучит гимн Российской Федерации. Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы автосалонов «Тачки» считается открытым. Друзья, совсем скоро, через несколько мгновений, схватки продолжатся здесь, поэтому далеко не расходитесь, мы продолжаем наш турнир. Через 5 минут продолжаем наше соревнование. Приготовиться к полуфинальным схваткам весовой категории 42-45 и в остальных весовых категориях. Схватки будут проходить на двух коврах. Ковер А и ковер Б. Мантыков Артамон Лилович, займите свое рабочее место.
На ковер А приглашаются борцы весовой категории 42 килограмма. 1/2 финал. Майербек Каиров, Иркутская область. Дулур Жирков, Республика Саха-Якутия. На ковер Б вызываются борцы весовой категории 42 килограмма. 1/2 финала. Даниил Сушкин, Иркутская область. Эрдене Бурун, Одугун Эрдене, Монголия. Хронометристы, займите свои рабочие места. Так здесь это так, да? Борьба будет проходить без перерыва на обед до финальных встреч. Переходим к стадии 1/2 финал. На ковер А приглашается Майербек Каиров, Иркутская область, Дулмутков, Республика. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Асадоев Кирилл Георгиевич, судья всероссийской категории, судья международной категории. Арбитр на ковре. Амурхулу, судья международной категории, Монголия. Боковой судья Маркую Виктор, судья первой квалификационной категории. На ковре Б. Красный трико Сушкин Даниил, Иркутская область. В синем трико Эрднебрин Одугун Эрдене, Монголия. Вторично на ковер А приглашается борец в красном трико Майербек Каиров, Иркутская область, Лоханский район. На ковре Б встречу обслуживает судейская бригада, руководитель ковра Павлов Евгений Артурович, судья всероссийской категории, судья международной категории. Арбитр на ковре Захаров Денис Поликарпович, судья всероссийской категории, Иркутская область, Воентайский район. Боковой судья Петров Сергей, судья первой квалификационной категории, город Иркутск. На ковре Б победу на душе одержал Даниил Сушкин, Иркутская область, и вышел в финал весовой категории 42 килограмма. На ковер А вторично приглашается Каиров Майербек, Иркутская область. Осталось 1 минута.
30 секунд дается Каиру Майербеку. В противном случае будет защитное поражение. На ковер приглашается борцы весовой категории 45 килограммов. Ввиду неявки Майербека Каирова победа присуждается Жиркову Юру. На ковер приглашается борцы весовой категории 45 килограммов, 1/2 финала. Аюш Бадров, Республика Бурятия, Денис Хаханов, Иркутская область. На ковер приглашается Владимир Тумуров, Бурятия. Римчин Санчак, Тува. Готовится весовая категория 51 килограммов Сергей Чхен, Иркутская область. Чаян Сереш, Республика Тува. На ковре красным трико Аюш Бадров, Республика Бурятия. В синем трико Денис Хаханов, Иркутская область. На ковер приготовиться борцам весовой категории 48 килограммов. Бадров, Шабасуев, Бурятия, Гавриил Ануфриев, Иркутская область. На ковре Б, красным трико, Бадров, Аюши, Республика Бурятия, город Улан-Удэ. Занимается в борцовском клубе «Зюгалай», спортивная школа 7. Синим трико Хаханов Денис, город Иркутск. 6 лет занимается борьбой, представляет спортивный клуб ЦСКА. Тренер Хаханов Алексей Игоревич. Лучший результат – призер первенства ССО.
На ковре «Б» победу одержал Денис Хахов, Иркутская область, город Иркутск, ЦСКА. В ковер приглашается борцы весовой категории 48 килограммов. На ковре победу одержал в упорной борьбе Валентин Салчак, Тува, и вышел в финал. Приглашается Сергей Чхан, Иркутск, Чаян Сереш, Тува. На ковер «Б» приглашается Батар Шабасоев, Бурятия, Гавриил Ануфриев, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 51 килограмм. Алдар Баринов, Иркутская область, Тимур Павлов, Иркутская область. Военный Забайкальский край, Арзулан Шабдов, Тува, готовится к выходу на ковер А.
На ковер приглашается борцы весовой категории. 51 килограмм. Алдар Баинов, Иркутская область, Тимур Павлов, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 55 килограмм. Ренат Камалов, Иркутская область, Дажо Цирита, УЭС. На ковре в двуборной борьбе победу одержал Каян Шевес, Республика Тыва, и вышел в финал. Приглашается весовая категория 55 килограммов, Баир Сараев, Забайкальский край, Арслан Шагын, Тува. Лена, ты в эфире. Чуть-чуть. Время есть, Приготовиться следующей полуфинальной встрече Валерию Балагоеву, Иркутск, Алтаир Баин, Тува.
На ковре мы победу одержал Тимур Павлов, Иркутская область, Иркутск ЦСКА. И вышел в финал. На ковер приглашаются борцы весовой категории 55 килограммов. Ренат Камалов, Иркутская область. Доржо Циридеров, Бурятия. Приглашается Валерий Алабуев, Иркут, Алтаир и Аюб, 2. Весовая категория 60 килограммов. Килограммов Айкам Марков, Сахая Кутеев, Михаил Мажин, Кемерово готовится.
На ковре Б победу с явным преимуществом одержал Даржол Циритов, Республика Бурятия, борцовский клуб «Зугалай». На ковер Б приглашается борцы весовой категории 60 килограммов. Бачир Циденов, Республика Бурятия, Амгалан Шарай, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 65 килограммов. Ванчин Базаров, Буян Эльгин. В упорной борьбе победу одержал Валерий Алагуев, Иркутская область. Вышел в финал. Приглашается Айкар Марков, Саха-Якутия, Михаил Мазин, Кемерово. «71 килограмм по КМ-2» готовится Данил Уршеев, Иркутская область.
Башир Цидейна, Республика Бурятия, и вышел в финал. На ковер приглашаются борцы весовой категории 65 килограммов. Ванчин Базаров, Республика Бурятия, Буян Эргин, Республика Тыва. И готовится борцам весовой категории 71 килограмм. Кутман Бадмаев, Бурятия, Махар Игнатьев, Бурятия. На ковре победу одержал Михаил Мазин Кемерово и вышел в финал. Приглашается на ковер весовая категория 71 килограммов Данил Уршеев, Иркут, Гантолова Батлорик, Монголия. Приглашается на ковер Уршеев Данил, Гантолова Батлорик.
Готовится весовая категория 80 килограммов. Алдар Цыганжапов, Бурятия. Амир Цыгынов, также Республика Бурятия. На ковре «Б» победу одержал Ванчин Базаров, Республика Бурятия, и вышел в финал. На ковер приглашаются борцы весовой категории 50-71 килограмм. Руслан Бадмаев, Бурятия, Максар Игнатьев, Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 80 килограмм. Чими Дажов Бадей, Руслан Воронов.
Победу на душе одержал Руслан Бадмаев, Республика Бурятия, и вышел в финал весовой категории 71 килограмм. На ковер приглашается борьбу весовой категории, борцы весовой категории 80 килограмм. Чимин Даржун Бады, Республика Тыва, Руслан Воронов, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 92 килограмма. Филипп Замагин, Станислав Маланов. На ковре на победу одержал Тамир Циденов, Республика Бурятия, и будет бороться в финале. Приглашается весовая категория 92 килограмма Аркадий Черкашин, Жансон Бадмаев. После этой встречи приготовиться борцам тяжелой весовой категории Евгению Молотову и Артану Сюрбееву. На ковре Б победу одержал Чимин Даржун Бады, Республика Тыва. И будет бороться в финале весовой категории 80 килограмм. На ковер приглашается борцы весовой категории 92 килограмма. Филипп Замагин, Иркутская область, Станислав Маланов, Иркутская область.
ковре А победил Аркадий Черкашин, Иркутская область, и вышел в финал. Приглашается Евгений Молотов, Иркут, Данзан Тюрбеев, Бурятия. На ковре в упорной борьбе победу одержал Филипп Замагин, Иркутская область, и вышел в финал.
рабочее место. Есть! Я на ковре. Ваня! Все, вызывайте сюда! Милыч! Магнит! Итак, начинаются утешительные встречи во всех весовых категориях. На ковер приглашается борцы весовой категории 60 килограммов. Александр Рыков, Иркутская область, Вячеслав Мудаев, Бурятия. Весовая категория 51 килограммов. Алдар Забеев, Иркутская область, Эльчин Колесов, Саха-Якутия. Приглашаетесь на ковер А. На ковре А Алдар Забиев, Эльчин Колесов. Готовится весовая категория 71 килограммов. Дмитрий Болтаков, Иркутск. Максим Баксарин, Кемерово. На ковре Б красный трико Александр Рыков, Иркутская область. В синем трико Вячеслав Дудаев, Республика Бурятия. Приготовится борцам весовой категории 48 килограммов. Михаил Гармаев, Кирилл Данилецкий. Спасибо, красный! Победил Забеев Алдар.
туземный преимуществом одержал Вячеслав Будаев, Бурятия. На которого приглашаются борцы весовой категории 48 килограммов. Михаил Гармаев, Бурятия, Кирилл Даниленко, Иркутская область. Приготовится Леонид Иванов, Тамерлан Хертек. На ковер приготовится Дмитрий Любимов, Иркутск, Владимир Бондаракаев, Республика Бурятия, весовая категория 80 килограммов. Вторично на ковер Б приглашается Кирилл Даниленко, Иркутская область. Победу поставьте фото и следующий партия выйдет. 190 секунд. На ковре Б победу на душе одержал Михаил Гармаев, Республика Бурятия. На ковер приглашается Леонид Иванов, Республика Саха-Якутия, Тамерлан Хертек, Республика Тыва. Приготовиться борцам весовой категории 42 килограмма Руслан Шарапов, Степан Шоболов.
Давай, и давай. Поправка. На ковер готовится Вячеслав Будаев, Республика Бурятия, Сергей Пронкин, Иркутская область. Весовая категория 60 кг. На ковре победу одержал Максим Баксалик, Кемеровская область. Приглашается на ковер Вячеслав Будаев, Республика Бурятия, Сергей Пронкин, Иркутская область.
Саха, Якутия. На ковер приглашается борцы весовой категории 42 килограмма Руслан Шарапов, Республика Бурятия, Степан Шаболов, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 65 килограмм Балдан Тиминджапов, Алан Фонда. Вторично приглашается Сергей Пронькин, Иркутская область. Приготовиться в весовой категории 80 килограммов Дмитрий Любимов, Иркутск, Владимир Бондарчаев, Бурятия.
На ковре победу одержал Вячеслав Будаев, Республика Бурятия. Приглашается Дмитрий Любимов, Иркут. Владимир Банзаракаев, Республика Бурятия. Готовится к весовой категории 71 килограммов Виктор Князев, Республика Саха-Якутия, Александр Шахов, Иркутская область. На ковре Б в упорной борьбе победу одержал Руслан Шарапов, Республика Бурятия. На ковер приглашается борцы весовой категории 65 килограммов. Балдан Тереджапов, Забайкальский край, Алан Ондер, Республика Тыва. Приготовиться. Борцам весовой категории 60 килограммов. Амсарай Сидетов, Бурятия, Федор Матвеев, Иркутская область. Вторично на ковер Б приглашается Алан Ондер, Республика Тыва. На ковре А победу одержал Владимир Банзаракаев.
На ковер приглашаются борцы весовой категории 60 килограмм ковер Б. Нам старается Демном Республика Бурятия Федор Матвеев, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 80 килограммов Дмитрий Павлов, Владислав Родионов. Б приготовится борцам весовой категории 80 килограмм. Дмитрий Павлов, Иркутская область, Владислав Родионов, Республика Саха-Якутия.
Павлов, Иркутская область, Владислав Родионов, Республика Саха-Якутия. Приготовиться борцам весовой категории 92 килограмма Максим Камбалеев, Илья Андреев. На ковре Б победу с явным преимуществом одержал Владислав Родионов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашается борцы весовой категории 92 килограмма Максим Камбалеев, Иркутская область, Илья
Нет,
ПП победу одержал Илья Андреев, Иркутская область. И будет бороться за третье место. Через 5 минут начинаем финальную встречу. За третье и за второе место.
Призы автосалона «Тачка». На ковер приглашается. Борцы весовой категории 42 килограмма. Борьба за третье место. Руслан Шарапов, Бурятия. Эрднебрын Отван Эрдне, Монголия. Максим Галкин, Майербек Каримов, Каиров. Где Каримов? Каиров. На ковер приглашается Максим Галкин. Красноярск. Майербек Каиров, Иркутская область. Ввиду травмы Максима Галкина победа присуждается Каиру Майербеку, Иркутская область. Руслан. Лучший результат. Чемпион Республики Бурятия, призер Дальневосточного федерального округа. В синем трико. РДН спортивный клуб СВНГ. 2 года занимается борьбой, тренируется под руководством Амарху Гар. Лучший результат. Чемпион Монголии. Красивым броском победу одержал Руслан Шарапов, Республика Бурятия, и занимает бронзовую медаль в весовой категории 42 килограмма. Финальная встреча. Приглашается на ковер Сушкин Данил. В красном трико является воспитанником спортивной школы «Олимпия». Тренируется под руководством Алтахинова Александра. Его соперник победу одержал Сушкин Данил и становится победителем весовой категории 42 килограмма. Иркутская область. На ковер приглашается Тумонов Саян, Республика Бурятия, город Улан-Удэ. Его соперник синему. Гармай представляет команду Республики Бурятия, город Улан-Удэ. Даже занимается Беликто Чингисовича Гергенова. Лучший результат. Первое место. Синий трико, его соперник Владимир Тумуров представляет команду Республики Бурятия, спортивный клуб «Николай», спортивная школа номер 7. Занимается под руководством тренера Шалсарая Владимира Головчина. Лучший результат. Призер первенства Республики Бурятия. Спортивный клуб «Зубулай» тренируется под руководством Жалсараева Владимира. Лучший
Следующий результат. Бронзовая медаль первенства Республики Бурятия. Батаров Аюша. Также представляет отцовский клуб «Забалай». 3 года под руководством Жалсараева и Жаргалова. 2 одноклубника встретились. Не разбегаться, собираться общее по завершению всех. На ковре Б победу на душеле одержал Даржи Гармай, Республика Бурятия. Карасабликов, Аринчин Салчак, Республика Тыва. Аринчин Салчак представляет команду Республики Тыва, город Кызыл. Борьбой является участником первенства России 2024 года в городе Владикавказ. Его соперник Хаханов Алексей. Лучший результат. Призер первенства Сибирского федерального округа.
Челлендж ковер Б. 2 балла красному, 2 балла синему. Челлендж проигран, 2 еще балл синему. В упорной борьбе победу 48 килограмм, борьба за третье место. Михаил Гармаев, Республика Бурятия, Батар Шамасоев, Республика Бурятия. На ковер приглашается Леонид Иванов, Саха-Якутия, Баир Гамбоев, Республика Бурятия. Приготовиться к финальной встрече в категории 48 килограммов Гавриил Ануфриев, Саян Саид. На ковре борцы весовой категории 48 килограмм, борьба за третье место. Трико. Гармаев Михаил представляет команду Республики Бурятия, город Улан-Удэ. 4 года занимается вольной борьбой под руководством тренера Евгена Владимирова Чингисовича. Лучший результат, второе место на всероссийском руководством Евгена Чингисовича. 8 лет занимается борьбой. Является бронзовый призер перед городом Улан-Удэ. На ковре в красном трико борется Леонид Иванов, наш гость из Северной Республики Саха. Представляет город Покровск. Тренируется под руководством Павлина Гавриева. Борьбой занимается 7 лет. Лучший результат бронзовая медаль Лиги Восточного 2020 в городе Москва. Его соперник Баир Гамбоев является кандидатом в мастера спорта. Тренируется ГИФШ Туркинского района под руководством Белитова Евгенова. Является серебряным призером Ленинского города Москвы.
4 балла синему, 2 балла красному, челлендж проигран, еще 1 балл синему. В упорной борьбе победу по баллам одержал 48 килограмм. Второе место достается Гавриилу Ануфриеву, Иркутская область. Нашелся паспорт. Овчинников Игорь Сергеевич, уроженец города Чита. Подойдите к судейскому столу, заберите свой документ. Овчинников Игорь Сергеевич. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории 51 килограмм, борьба за третье место. Красном трико Алдар Замиев, Иркутская область. В синем трико Сергей Сухчан, Иркутская область. На ковер приглашается Тимофей Улаханов, Иркутск. Алдан Баинов, также Иркутская область. Приготовиться к финальной встрече весовой категории 51 килограмм Чаян Зареш Тимур Мавов. Ребята, давай быстрее. Иркутская область, Осинский район. Улаханов Тимофей. Борьбой занимается 4 года в ДЮСШ Иркутского района. Под руководством Александра Белькова. Является его соперник Баинов Алдар. Борьбой занимается 5 лет, тренируется под руководством Ашахова Василия. Лучший результат является призером первенства Иркутской области.
На ковре победу одержал Алдар Ваинов, Иркутская область. Становится бронзовым призером весовой категории до 51 килограмма. В упорной борьбе победу пополам одержал Забиев Алдар и занял бронзовую медаль в категории 51 килограмм. На ковер приглашается финальная встреча весовой категории 51 килограмм. На ковре в красном трико является кандидатом мастера спорта, тренируется под руководством Аржак Айдын. 5 лет занимается борьбой, лучший результат, призер первенства Сибирского федерального округа. Его соперник борец в синем трико Тимур Павлов представляет команду Иркутской области, город Иркутск ЦСКА. Тимур занимается 7 лет вольной борьбой, тренируется под руководством Шаханова Алексея и
нашелся паспорт на имя Овчинникова Игоря Сергеевича. Просьба забрать с судейского стола. Весовой категории 50 килограммов. Саудин Тулубуев, Ренат Камалов. В весовой категории 51 килограмм. Серебряная медаль достается Тимуру Павлову. Кызыл Тыва. Цереторов Должон. Республика Бурятия, город Улан-Удэ. После финалов за третье место приготовится борцам за первое место. Арслан Шахтар, Республика Тыва, Доржо Цериторов. Поправка, поправка. На ковре Б, борцы весовой категории 55 килограмм, борьба за третье место. Красный прикол. Никита Ухоев представляет Республики Бурятия, город Улан-Удэ. Никита занимается 6 лет вольной борьбой, тренируется под руководством Семенова Савелия. А лучший результат — чемпион Аларского района. Его соперник — борец в синем трико Амсарая Баир, представляет команду Забайкальского края, город Амитхаш. Баир 9 лет занимается вольной борьбой и тренируется под руководством Цимпилова Жабхалана Жаргаловича. Является вторым призером всероссийских соревнований «Надежды БАМ». На ковре А красный трикол борется Саудин Тулубуев. Представляет спортивный клуб «Новолай». Борьбой занимается 4 года. Руководством Владимира Залзанаева. Его соперник Ренат Камалов тренируется в спортивной
Лучший результат всероссийские соревнования на Кубок города Владивостока 2023 года. На коврику победу с явным преимуществом одержал Баир Шараев и занял третье место весовой категории 55 килограммов. На ковер приглашается финальная встреча весовой категории 55 килограмм. В красном трико Арзун Шахдар, Шахтер, Республика Тыва. В синем трико Дажо Цвинитаров, Республика Бурятия. Приготовиться борцам весовой категории 60 килограммов. Ковер Б, борьба за третье место. Вячеслав Будаев, Амгала Шараев. Итак, на ковре Б финальная встреча весовой категории 55 килограмм. В красном трико Шахтер Арслан, Республика Тыва, представляет спортивный клуб «Молодыга», является кандидатом в мастера спорта, 5 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Сергея Гузела. Лучший результат. Первое место в городе Висоцкий в 2023 году. Чемпион первенства Семинского федерального округа. Его соперник Перегонов Дажо представляет команду Республики Бурятия, город Улан-Удэ. Является кандидатом в мастера спорта. Представляет спортивный клуб «Круголарь». 5 лет занимается вольной борьбой. Тренируется под руководством Ансараева Ферета Жаргала. Также под руководством Ансараева Владимира Болтовича. Лучший результат призер Республики Бурятия.
На ковре победу одержал Ренат Камальев. Становится бронзовым призером категории 55 килограммов. В упорной борьбе со счетом 8-2 победу одержал Арслан Шакыров, Республика Тыва, и занимает первое место весовой категории 55 килограмм. Борьба за третье место. Намсарай Циденов, Республика Бурятия. Алтаир Аюн, Республика Тыва. На ковер приглашается Вячеслав Будаев, Республика Бурятия, Ангалан Шараев, Республика Бурятия. Приготовиться к финальной встрече весовой категории 6. Тренируется под руководством Зарыкаева Мотожаргала. Борьбой занимается 9 лет. Личный тренер Немаев Нема. Является победителем всероссийского турнира памяти Героя Советского Союза Ильи Васильевича Бождинова. Представляет Республику Тыва, тренируется под руководством Владимира Мокуш в спортивной школе Херыл. Личный тренер Алим Аржак. На ковре Б в красном трико Будаев Вячеслав. Представляет команду Республики Бурятия, Козаклов. Имеет первый спортивный разряд. Тренируется под руководством тренера Гамбуров Байслава. Является бронзовым призером первенства Республики Бурятия. Его соперник борец с синим трико Шараев Ангалан представляет команду Республики Бурятия, Тункинский район. Является кандидатом мастера спорта, 5 лет занимается вольной борьбой, тренируется под руководством Евгения Маликто. Лучший результат — бронзовый призер всероссийского турнира на призы мэра Осинского района поселок Оса.
Главный судья соревнований Засеев Султан Сергеевич, приглашаетесь в центральной трибуне. Михаил Олегович. Челлендж выигран. 2 балла красному. Челлендж выигран. Проигран. В упорной борьбе победу одержал Вячеслав Мудаев, Республика Бурятия, и занял бронзовую медаль весовой категории 60 кг. На которую приглашается финальная встреча весовой категории 60 кг. В красном трико Ачин Кыденов, Республика Бурятия, в синем трико Валерий Алагуев, Иркутская область. Айкар Макаров. Является кандидатом в мастера спорта. 8 лет занимается борьбой. Тренируется под руководством Лудожанова Ричина. Лучший результат победитель первенства Дальневосточного федерального округа 2023 года. Команда Иркутской области, поселок Кырдынск, является кандидатом в мастера спорта. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Тамир». Тренируется под руководством Арбадуева Михаила и Тухаренова Александра. 10 лет занимается борьбой, а лучший результат призер первенства Сибирского федерального округа.
Победу сьогодні одержал Валерий Лакуев, Иркутская область, и занял первое место в весовой категории 60 килограммов. Серебряная медаль достается Ачиру Цидетному, Республика Бурятия. На ковер приглашается Давид Атласов, Республика Саха-Якутия. Его соперник Буян Иргин представляет Республику Тыва. На ковер приглашаются борцы весовой категории 65 килограмм, борьба за третье место. В красном трико Алан Ондар, Республика Тыва. В синем трико Айкар Макар, Республика Саха-Якутия. Приготовиться к финальной встрече весовой категории 65 килограммов Михаил Мажин, Ванчин Базаров. Приглашается вторично Айкар Макар, Республика Саха-Якутия. Вторично на ковер приглашается Айкар Марков, Республика Саха-Якутия. На ковре красного находится Давид Атласов, представляет Аймекон, город Аймекон, Республика Саха-Якутия. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва имени Дмитрия Куркина. Борьбой занимается 7 лет. Под руководством Аканова Альберта. Его соперник Буян Иргин, город Кызыл, Республика Тыва. Тренируется под руководством Иргин Кызыл. Является призером первенства Республики Тыва. На ковре в красном трико Алан Ондар, представляет команду Республики Тыва, город Кызыл, является кандидатом в мастера спорта, представляет спортивный клуб «Павльга». 5 лет занимается вольной борьбой, тренируется под руководством Сарылпол Аржан. А лучший результат — призер Республики Тыва. Его соперник борец в синем трико Айкар Марк представляет команду Республики Саха-Якутия, город Якутск. Является кандидатом в мастера спорта. Представляет училище Олимпийского резерва города Якутск. 9 лет занимается вольной борьбой.
Захирова Яковлева Владимира, Ситцева Степана. Лучший результат – призер Сахая Пути. На ковре победу одержал Дуверный Нгин и становится бронзовым призером нашего турнира. Приготовится финальной встречи в весовой категории 65 килограммов Михаил Машин, Кемеровская область, Ванчин Базаров, Республика Урал. В упорной борьбе со счетом 3-2 победу одержал Айкар Мака, Республика Саха-Якутия, и занял третье место в весовой категории 65 килограммов. На ковер приглашается финальная встреча весовой категории 65 килограммов. В красном трико Михаил Мажин, Кемеровская область, синий трико Ванчин Базаров, Республика Бурятия. После финала весовой категории 65 килограмм приготовится борцам весовой категории 71 килограмм. Ковер Б. Максим Баксарин, Даниил Куршеев. Ковер А. Асахов Александр, Игнаев Максим. Вторично на ковер Б приглашается Михаил Мажин, Кемеровская область. В красном трико Михаил Мажин представляет команду Кемеровской области, город Белово. Михаил является кандидатом в мастера спорта, 10 лет занимается вольной борьбой, тренируется под руководством Якучакова Сафрона Николаевича. Лучший результат – призер Кемеровской области.
Ванчин представляет команду СП Бурятия, город Улан-Удэ. Ванчин является кандидатом в мастера спорта, 7 лет занимается вольной борьбой. Тренируется под руководством Базарова Банка. Ни Майва, ни мы. Лучший результат. Чемпион первенства Дальневосточного федерального округа.
Челлендж ковер Б. 1 балл синему через ноги. Есть! Не было бы времени. Челлендж ковер Б. 2 балла синему через минуту. В упорной борьбе со счетом 4-3 победу одержал Банчик Базаров, Республика Бурятия, и занял первое место весовой категории 65 килограмм. На ковер приглашаются борцы весовой категории 71 килограмм, борьба за третье место. Ковер Б. Максим Баксарин, Кемеровская область, Данил Мушей, Иркутская область. На ковер А приглашается Александр Ашашинов, Иркутская область. Максар Игнаев, Республика Бурятия. На ковре красным трико борется Александр Ашахинов. Борьбой занимается 3 года под руководством Василия Ашахинова. Является победителем и призером первенства Иркутской области. Его соперник Игнаев Максар борьбой занимается 8 лет в детской юношеской спортивной школе Туныкинского района. Тренер Комиссаров Научного. Лучший результат является призером первенства Республики Бурятия. На ковре Б в красном трико Баксарин Максим представляет команду Кемеровской области, город Белов. Максим имеет первый спортивный разряд, 10 лет занимается вольной борьбой, тренируется под руководством Актаева Михаила.
ковре в упорной борьбе победу одержал Максим Бакзарин, Кемеровская область, и занял 3-е место в своей категории 71 килограмм. Счет 8-7, там неправильно. Я 2 балла только.
ВРБ приглашается финальная встреча на весовой категории 71 килограмм. В красном трико Габдулгар Бадзурик, Монголия. В синем трико Руслан Бадмаев, Республика Бурятия. На ковре Б финальная встреча весовой категории до 70 килограмма. В красном трико Гамтулгар Бадзурик представляет команду Республики Монголия, город Салангэ. Бадзурик занимается вольной борьбой 5 лет, тренируется под руководством Амарху Гадам. Лучший результат призер Селенгинского Аймага. Его соперник борец синим трико Бадмаев Руслан, представляет команду Республики Бурятия, город Улан-Удэ. Руслан 7 лет занимается вольной борьбой, тренируется под руководством Бахтараксаева Батоша Рагава, Гамбоева Байсхалана. Лучший результат победитель первенства Республики Бурятия.
победы с явным преимуществом одержал Руслан Бадмаев и занял первое место в весовой категории 71 килограмм. На ковер А приглашается весовая категория 80 килограммов Владислав Родионов, Алтапа Цидерджапов. Борьба за бронзовую медаль. На ковер приглашается борцы весовой категории 80 килограммов. Борьба за третье место. Владимир Бондарев, Бурятия, Руслан Воронов, Иркутская область. Приготовиться к финальной встрече ковер Б. Чимитожу Бады, Камир Циденов. На ковре А в красном трико борется Родионов Владислав. Саха Якутия борет Покров. Тренируется ЮФШ имени Леонида Спиридонова. Борьбой занимается 10 лет под руководством Василия Петрова. Лучший результат первенства Республики Саха-Якутия. Первое место. Его соперник Алтан Цидерджапов, город Улан-Удэ, Республика Бурятия. Тренируется под руководством Жаргалова Батова, Немаева. Лучший результат, второе место в российском турнире имени Ильи Васильевича Балдынова. На ковре Б. Красный трико Банзарацаев Владимир представляет команду Республики Бурятия, город Улан-Удэ. Является кандидатом мастера спорта, представляет спортивный клуб «Патриот». 8 лет занимается борьбой, тренируется под руководством Шерстик Квадашир. Является победителем всероссийского турнира Дармы Жанаевича Жанаева. Его соперник борец с синим трико. Воронов Руслан представляет команду Иркутской области, Аларского района. Имеет первый спортивный разряд, 6 лет занимается вольной борьбой. Тренируется под руководством Алырова Алексея. Является победителем первенства Аларского района.
Аристей! Челлендж ковер Б. 4 балла синему. Челлендж выигран. В упорной борьбе победу по баллам одержал Руслан Воронов, Иркутская область, и занял третье место в весовой категории 80 килограмм. На ковер приглашается финальная встреча в весовой категории 80 килограммов. В красном трико Чемин Даржул Бады, Республика Тыва. В синем трико Камир Цидейнов, Республика Бурятия. После финала весовой категории 80 килограмм приготовятся борцам весовой категории 92 килограмма. Красный трико борется Бады Чемин Даржул, представляет Республика Тыва, город Кызыл. Тренируется в спортивной школе Хырыл под руководством Кенбек Цантов. Борьбой занимается 6 лет. Личный результат призер первенства Республики Тыва. Десять лет тренируется, занимается
92 килограмма. В красном трико Лев Макаров, Иркутская область. В синем трико Жамсо Бадмаев, также представитель команды Иркутской области. В красном трико борется Андреев Илья. Представляет ЖЗШ Иркутского района. Тренируется под руководством Владимира Письменного и Ивана Семенова. Является победителем первенства Иркутской области 2024 года. Его соперник Станислав Баланов. Победил Станислав Баланов и становится бронзовым призером весовой категории 92 килограмма. На ковре в красном трико Макаров Лев представляет команду Иркутской области, город Иркутск. 2 года занимается вольной борьбой, представляет спортивный клуб ЦСКА. Тренируется под руководством Степанова Алексея, Намагоева Валерия, Шахтанова Алексей. Лучший результат, призер первенства Иркутской области. Его соперник борец в синем трико Бадмаев Жамсо, представляет команду Иркутской области, город Иркутск, имеет теперь спортивный разряд, представляет спортивный клуб ЦСКА. Чистую победу на душе одержал Жамсо Бадмаев, Иркутская область, и занял третье место в весовой категории 92 килограмма. На ковре приглашается финальная схватка весовой категории 92 килограмма. Аркадий Черкашин, Иркутская область, Филипп Замагин, Иркутская область. Приготовиться борцам весовой категории 110 килограмм. Борец в красном трико Аркадий Черкашин является кандидатом мастера спорта, тренируется в спортивном центральном спортивном клубе армии. Борьбой занимается 10 лет. Первый тренер Павлов Владимир Николаевич. Личный тренер Хасанов Алексей Игоревич. Является серебряным призером первенства России 2023 года. Является победителем первенства Европы 2023 года. Его соперник Филипп Замагин является воспитанником спортивной школы Олимпийского резерва «Тамир». Тренируется под руководством Саптагаева Александра Ермаковича. Является призером первенства Иркутской области и Сибирского федерального округа.
Победу с явным преимуществом одержал Аркадий Черкашин Иркутской области и занял первое место в весовой категории до 92 килограммов. Серебряная медаль достается Филиппу Замагину, также представителю команды Иркутской области. На ковер приглашается Сергей Шаранов, Иркутская область, Данзан Турбеев, Республика Бурятия. На ковер приглашается Иван Ефимов, Республика Саха-Якутия, Никита Макаров, Оренбургская область. На ковер вторично приглашается Иван Ефимов, Республика Саха-Якутия, Никита Макаров, Оренбургская область. На ковре в красном трико борется Сергей Шаранов. Является воспитанником Центрального спортивного клуба армии. Тренируется под руководством Владислава Шаданова, Алексея Хасанова. Является призером Сибирского федерального округа в городе Красноярск. Его соперник из синего угла сын калмыцких степей Данзан Турбеев. В данный момент тренируется в борцовском клубе «Хубалай» под руководством Голосоваева Владимира, Пелектон Завгалова. Является победителем первенства России среди юношей. На ковре БС ведут равные Никиты Макарова, Оренбургская область, побеждается Иван Ефимов. На ковер приглашается финальная встреча весовой категории 110 килограммов. В красном трико Максим Юшин, Иркутская область, в синем трико Евгений Молотов, Иркутская область. На ковер приглашается Иван Ефимов, Республика Саха-Якутия, Никита Макаров. Ведут равные Макарова Никиты, Оренбургская область, победа присуждается Ивану Ефимову, Республика Саха-Якутия. И занимает бронзовую медаль в категории 110 килограммов. На ковер приглашается финальная встреча весовой категории 110 килограммов. В красном трико Максим Юшин, Иркутская область, в синем трико Евгений Молотов, Иркутская область.
уважаемые представители команд, обеспечить явку победителей и призеров для парада, для награждения. Сбор в зоне, разминочной зоне, за виражом. Наговоримые финальная встреча весовой категории 110 килограмм. В красном трико Юшин Максим представляет команду Иркутской области, город Иркутск. Максим занимается вольной борьбой 2 года, представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Спарта». Тренируется под руководством Петрова Сергея. Является бронзовым призером Иркутской области. Его соперник, борец синим триком, Молотов Евгений, представляет команду Иркутской области. Поселок Новгород. Евгений имеет разряд кандидат в мастера спорта. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Дамир». 9 лет занимается борьбой. Тренируется под руководством Балдахирова Александра. Лучший результат. Победитель первенства Иркутской области. Призер Сибирского федерального округа. На ковре победил Рамзан Тюрбеев и становится бронзовым призером весовой категории до 110 килограммов. Победители и призеры сразу проходят за вираж. Победу с явным преимуществом одержал Молотов Евгений, Иркутская область, и занял первое место в весовой категории 110 килограмм. Серебряная медаль достается Юшину Максиму, также представителю команды Иркутской области. Победители и призеры, собираемся за виражом на парад, закрытие на награждение. В борцовском трико, если спортсмен не явится на награждение в борцовском трико, снимается соревнование. Нашелся паспорт на имя Овчинникова Игоря Сергеевича, город Чита. Просьба забрать у судейского стола.
Так, с 8 дуро. Сейчас это награждение покажу. Все. Овчинников Игорь Сергеевич, есть в зале? Найден ваш паспорт. Если что, он будет на рецепции. Сереж! Сереж здесь? Вставай! Так. Тимур Павлов здесь?
Камалов. Где эти ребята? Кто не выйдет, не будет нагружаться. Давайте всех по-быстрому.
Встречаем победителей и призеров третьего всероссийского турнира по вольной борьбе автосалона «Тачки».
по просьбе наших гостей торопятся на поезд. Просьба провести награждение весовой категории 110 килограммов. За третье место награждается Данзан Тюрбеев, Республика Бурятия. Иван Ефимов, Республика Саха-Якутия. Максим Юшин, Иркутская область. И победитель данной весовой категории Евгений Молотов, Иркутская область. Тренер победителя приглашается для награждения. Алтахинов Александр Григорьевич. Награждение проводит главный тренер Иркутской области по вольной борьбе Ворошонов Руслан Аполлонович. За третье место призер получает 5000 рублей от автосалона «Тачки». И такой же конверт от партнеров нашего турнира. И все призеры также в двойном размере. Победитель получает сладкий приз, большой торт от партнеров нашего турнира. Вот она память. О, спасибо. Для награждения приглашается весовая категория 45 килограммов. Третье место заняли Аюша Батаров, Республика Бурятия, Даруши Гармаев, Бурятия, Денис Сашинов, серебряный призер, Иркутская область. И победитель Ренчик Салчак, Республика Тува. Приглашается тренер победителя. И награждение проводит заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области, президент Федерации вольной борьбы Иркутской области Кузьма Романович Алдаров.
Тренер победителя приглашается для награждения Леонид Иванов, Саха-Якутия. Михаил Гармаев, Бурятия. Гаврил Алфеев, Иркутская область. Саид Саян, Республика Тыва. Тренер победителя Кузел Иркин, Республика Тыва. Награждение проводит мастер спорта международного класса, чемпион России, бронзовый призер чемпионата мира по вольной борьбе Журбаев Евгений. Победитель получает кубок чемпиона, пояс чемпиона, золотая медаль, 10 тысяч рублей от автосалона «Тачки» и 10 тысяч от партнеров компании. Также сладкий приз в виде торта от партнеров компании. Партнеров нашего турнира. Спасибо. Приглашается для награждения весовая категория 51 килограммов.
Башкирского мясокомбината по 20 килограммов тушенки. Тренер победителя приглашается. Он давно. Следующая весовая категория 55 килограммов. Для награждения приглашается Камалов Ренат, Иркутская область, Баир Мамсараев, Байкальский край. Директоров должности Азран Шактун, Тува. Тренер победителя
Спасибо. Награждается весовая категория 71 килограмм. Для награждения приглашается Ашахов Александр, Иркутская область. Максим Баксарин, Кемерово. Антонова Матварик, Монголия. Руслан Бадмаев, Республика Бурятия. Награждение проводит генеральный директор ООО «Лайн Трейдинг» Алфаев Борис Григорьевич. Тренер победителя Байсан Камбоев. Как приглашаетесь для награждения? Спасибо. Награждается весовая категория до 80 килограмм. Приглашается Владислав Родионов, Саха-Якутия. Воронов Руслан, Иркутск. Серебряный призер Амир Цыганов, Бурятия. И победитель в этой весовой категории Воды Чемит-Даржун. Награждение проводит почетный судья международной категории весового класса, заслуженный тренер России, главный судья наших соревнований Засеев Салтан Сергеевич.
давай. Всего за 3 минуты. Футболки маленькие. Футболки маленькие. Итак, весовая категория 92 килограмма. Для награждения приглашаются бронзовые призеры Станислав Маланов, Иркутская область, Самшов Бабнаев, Иркутская область, Филипп Замагин, Иркутская область, и победитель в этой весовой категории Аркадий Черкашин. Награждение проводит Щеглов Сергей Георгиевич, исполнительный директор спортивного клуба «Арена». Приглашается тренер победителя Алексей Шахов. Ну все, я выключаю. Ахимов Здрава РТ.